Дорогие друзья, всем привет из Египта! С вами Виктория. И сегодня у нас гость. Денис 4 месяца назад прилетел из Дальнего Востока и вот уже прожил этот период времени в Египте, в Хургаде. И сейчас он нам расскажет, как прошла его адаптация, что ему здесь нравится, не нравится. В общем, ему слово. В общем, приехал я в Египет с семьей в середине мая. В целом неплохо, потому что были мы в прошлом году, приезжали в Египет, но приезжали в отпуск, скажем так, там на 20 дней, покатались, поездили. Но, если честно, не планировал я вообще в Египет возвращаться, были там свои плюсы и минусы, но в итоге все-таки вернулись в Египет. В целом здесь неплохо, отличный климат, я бы сказал, даже прекрасный, даже при учете того, что летом может там температура заходить и за 40, да. Вот, но все-таки ветер жару сбивает и нет влажности, поэтому климат великолепный, если сравнивать с тем же, допустим, Таиландом, да, где влажность, как правило, от 70% и выше, здесь всегда сухо. Из плюсов, наверное, постоянное солнце, отсутствие дождей, то есть тут не бывает, да, как я понял, там каких-то высоких, низких сезонов, да, зимой там бывает температура опускается до определенного уровня. Ну, в целом погода всегда солнечная. Что еще? Наверное, наличие, скажем так, недорогих продуктов, да, все-таки продовольственная корзина здесь не такая дорогая, как в ряде других стран, если брать ту же Турцию, допустим, там все будет на порядок выше. Точно так же это касается и овощей, и фруктов. Но есть свои нюансы, конечно. То есть, если вы едете в Египет первый раз, то лучше, конечно, проконсультироваться с людьми, которые уже здесь были. Потому что местные люди при всей своей, скажем так, миловидности и доброте душевной, не прочь с вас взять денежек в раза так 3-4, а то и в 5 больше. Для понимания, да, вы можете уехать на такси там, до своего отеля там, в 300-400 метров за 30 фунтов, а можете уехать и за 300 фунтов. Все зависит от того, насколько вы осведомлены, как себя вести здесь. Точно так же это касается магазинов. Те люди, которые знающие, да, они предпочитают все-таки брать fixed price, да, в магазины ходить, где уже фиксированная цена, видны ценники и так далее. Поэтому избежать небольшого, не скажу прям, что там вас обманывают, кидают, но сохранить небольшое количество денег, а может и большое, вам все-таки удастся, если вы будете более осторожны и изучите, скажем так, местный менталитет. Или посоветуетесь с кем-то. Что касается местных людей, да, то в принципе довольно доброжелательные люди, во всяком случае на улице просто так вас никто не оставит. Если вам нужна помощь, вам всегда помогут. Но опять же нужно дистанцироваться от всего. Помощь помощью, если вас помогут, а потом поведут в магазин, лучше вежливо отказаться. Вот. Купите все, что вам не надо, да? Да, вы можете купить все, что вам не надо, причем вы будете думать, что это действительно сделка века, на которую вы согласились, и окажется, что это на самом деле не сделка века, а вы потратили деньги на абсолютно ненужные для вас вещи, причем потратили намного больше, чем рассчитывали. Вот, поэтому при условии соблюдения определенной осторожности, да, в принципе, здесь можно провести замечательное время. Полиция здесь, кстати, очень лояльная, представители власти, да, очень лояльные к туристам и никогда там не оставят просто, опять же, да, человека без помощи. С любой полицейский, к которому вы обратитесь, он с улыбкой на лице вам всегда поможет. Но, в принципе, точно так же и местные. Местные люди, во всяком случае, агрессии по отношению к туристам они не проявляют, а наоборот как-то всегда встречают очень тепло, скажем, да. Опять же, кто никогда не был в мусульманской стране, и у кого еще остались в голове стереотипы о том, что там, ислам, это кошмар, бомбы и так далее, все это чушь собачья, только после того, как вы приедете, посмотрите, да, что такое исламская страна, и, в принципе, поживете, вы поймете, что все это ерунда и все это сказки, которые там кто-то где-то когда-то пытался вбить в голову. Поэтому, в целом, при определенных минусах, да, минусы есть,
как то, ну, не совсем понимаю, почему, допустим, столько много недостроя, да, в той же Хургаде. То есть едешь, вроде контраст, красивые дома, тут же бах, недострой, 2-3 этажа просто стоят. Ну, то есть мне это непонятно, но, возможно, есть какие-то свои причины, почему это делается. Ну и наличие мусора, да, пусть его там и убирают, но все равно он присутствует. Возможно, это еще отчасти вина туристов, которые, возможно, то же самое, там, которым лень дойти там, до мусорного ведра, выкинуть за собой бумажку и так далее. Но это бросается, конечно, в глаза. А в целом неплохо, довольно комфортно, по ценам довольно комфортно. То есть вы можете снять себе квартиру по совсем недорогой, да, сумме, там, по недорогому бюджету, примерно там, $150-200 в месяц. И в принципе, за что вы будете платить, наверное, много, это за свет. Тарифы у них тоже непонятные. Ты можешь платить за свет там 500-600 фунтов на жечь, но заплатишь еще 300 фунтов за то, что ты светом пользуешься. Ну, то есть такого я нигде не встречал, это тоже какая-то загадка Египта, во всяком случае для меня. А в целом, ну, все, что нужно для жизни, здесь есть. Куда-то выезжать зачем-то отсюда, да, как, допустим, где-то в другом городе, допустим, в России, да, в той же самой, здесь необходимости нет. Почему? Потому что всегда тепло, солнце, минимум одежды, продукты все под боком, вся инфраструктура есть, поэтому пусть город и находится, да, где-то в пустыне, но здесь довольно комфортно для проживания. Вот. Ну и плюс, конечно, визовый режим довольно мягкий, если его сравнивать, допустим, с какими-то другими странами, с тем же Таиландом, да, здесь вы можете находиться без проблем там до года, продлевая вашу визу. Ну а в том же Таиланде там, конечно, с этим построже. Вот как-то в общих чертах. Ага. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас здесь много людей из России? Вот они вот прибывают, где они расселяются? Вика, это провокационный вопрос такой. Много ли людей? Ты об этом спрашиваешь 27 сегодня число? 27 числа при условии того, что ты сама знаешь, что происходит сейчас в России. Честно, я не общаюсь с людьми из России, и я не могу тебе сказать, сколько много их сюда приезжает. Но если помониторить ситуацию где-то в интернете, то да, можно увидеть, что люди едут и не только в Хургаду, а и в другие города. Но это уже, наверное, больше относится к какой-то политической ситуации. Но во всяком случае, до того как, да, до определенных событий, я имею в виду тех событий, которые были у нас обозначены в 20-х числах, ну, туристы прибывали. На самом деле, там и из России есть люди, из Украины, но, честно говоря, вот в этом году, да, по сравнению с прошлым годом, здесь очень много европейцев с европейских стран. Прям очень много европейцев. В прошлом году их было меньше. Вот. Именно европейцы, да? Да, именно Европа. Они же сейчас там же газ дорожает, все так, ну, прыгнуло. Не, я думаю, даже не по газу, не из-за того, что там газ дорожает. На протяжении всего лета кто-то прибывал, кто-то поезжал. То есть и с Германии, и с США там люди были. И смотрю, и откуда-то с Испании, с Франции. То есть, ну, здесь реально очень много и с Запада, да, и с Европы людей приезжает. Ну, во всяком случае, больше намного, чем в прошлом году. Возможно, конечно, из-за того, что, может быть, где-то что-то подорожало, ну, в плане курортов, да, может быть, из-за этого, ну, не знаю, но людей больше. Из России, конечно, людей поменьше стало. Ну, не говоря уже о Украине, ну, понятно, ситуация не самая лучшая, да, для поездок и так далее. Больше люди едут, наверное, от того, чтобы уйти от определенных обстоятельств, в которых они находились, там, да, живя, допустим, в той же Украине или где-то в России. Поэтому, что касается России и Украины, туризма меньше, а больше все-таки людей, которые едут, ну, если не на ПМЖ, то на определенный промежуток времени, скажем так, переждать, да, то или иное событие. Ну, в отличие от тех же европейцев. А, Денис, а чем ты здесь занимаешься? Здесь, в Хургаде, ну, наверное, ничем не занимаюсь, потому что я бездельник тут. Вот. Я здесь просто отдыхаю. Отдыхаю, наверное, морально и физически. Ну, возможно, в ближайшем будущем что-то будем думать, что-то решать, но пока, скажем так,
восстанавливаем свой эмоциональный фон После жизни в России? после определенных событий, которые, да, произошли. То есть, когда вокруг тихие, спокойные люди, и там никто не гудит об одном и том же, и прочее, на самом деле здесь намного спокойнее становится. И Египет в этом плане, конечно, можно поблагодарить за то, что они все-таки здесь придерживаются нейтралитета и делают так, что Египет остается не платформой для политики, да, а платформой для нормальной жизни и нормального отдыха. Понятно, что наболевших тем сейчас у всех очень много, и всем хочется высказаться, но все-таки здесь, наверное, место, куда приезжают отдыхать, куда приезжают расслабляться. И вот в этом плане, конечно, власти Египта молодцы, что они держат определенный нейтралитет именно в этом. Денис, а что тебе здесь вот очень нравится? Прям очень, что ты уже привык, и почему бы ты очень скучал? Здесь очень такая замечательная штука есть, как море и солнце. Здесь оно очень хорошо расслабляет, и даже если ты в голове там куча у тебя мыслей на фоне, опять же, событий, которые сейчас, да, происходят, то вот то самое море и то самое солнце дает очень большую эмоциональную разрядку, и ну, это очень сильно на самом деле расслабляет. Но, во всяком случае, на период там, от 1, наверное, до 2 дней ты получаешь только положительные эмоции от этого. Поэтому вот без моря, да, без вот этого климата было бы, наверное, тяжеловато возвращаться. Плюс я не люблю холод на самом деле. Дальний Восток – это такой контраст температур, что зимой тебя может занести там снегами, да, и температура падать там до 30-35 градусов. Летом, наоборот, при дикой влажности там 30-35 плюс, при 100% влажности. Вот такие контрасты, они, конечно, не очень мне нравятся. Здесь, повторюсь, да, сухая, хорошая погода, и нету, скажем, кучи ненужного барахла, да, которое необходимо, опять же, там, на Дальнем Востоке, в России, при подготовке к зиме, к демисезонному периоду, когда у тебя там дожди, слякоть и так далее, и так далее. В этом плане здесь, конечно, замечательно. Я люблю тепло, люблю теплую погоду, поэтому ну, мне здесь, во всяком случае, очень комфортно. Здесь, наверное, стоит все-таки привыкнуть к определенным условиям, да. Все-таки это исламское государство, и, допустим, у них здесь свои определенные там нормы поведения, свои определенные законы, но у них очень интересный, я думаю, грамотный подход, да, к туристам. То есть то, что у них не подобает делать мусульманину, например, то, в принципе, может делать турист без проблем, и как бы никаких претензий к нему не будет. Даже когда ты общаешься, ну, это же турист, то есть это человек не нашей культуры, у нас вопросов нет. В этом плане они, конечно, молодцы. То есть на любую тему с ними можно поговорить, и не будет такого, что их там что-то там обидит, оскорбит там, и так далее. Ну, то есть, опять же, если ты себя ведешь в рамках культуры и приличия, если ты там, допустим, где-то в стране был каким-то быдлом, ну, ты им останешься и здесь. Соответственно, к тебе может быть и отношение такое же. Но если ты культурно нормальный человек, никаких там проблем со стороны местных или там со стороны еще кого-то, да, здесь не будет. То есть не нужно бояться, да, как некоторые люди, ой, да вы что, это же исламская страна. Ну, честно говоря, не совсем понятны такие опасения. Но у многих они есть. Многие не хотят ехать, потому что ислам. Не знаю, у меня здесь проблем нет как бы с исламом. Даже где-то, может быть, он чем-то интересен, что-то новое узнать. Поэтому, скажем так, плюсов здесь больше, чем минусов. Минусы есть, но если с ними смириться, минусы есть везде. Минусов есть масса в России, не хочу об этом говорить, как бы не та тематика, да. Минусы есть там в любой другой стране, куда бы ты ни приехал, везде есть свои минусы, также и здесь. Вот. Но самое главное, самое важное, что плюсов было больше, чем минусов. Да. Здесь плюсов больше, чем минусов, поэтому, в принципе, здесь можно нормально жить, здесь можно отдыхать. И, собственно говоря, не бояться, что самое важное, за свою безопасность. Потому что Хургада – это, наверное, ну, не скажу самый, но один из самых безопасных, наверное, городов, да, Египта и, в принципе, наверное, и мира. Потому что, если посмотрим уровень преступности в Хургаде, ну,
Не бывает такого здесь, чтобы кого-то там избили, кого-то убили, кого-то ограбили. Все-таки полиция здесь такая, повторюсь еще раз, очень лояльная, особенно к туристам. И ты здесь можешь себя чувствовать в безопасности, даже находясь там в 5 часов утра или в 4 часа где-то на улице. Там никто к тебе не пристанет, никто у тебя там ничего не вытащит. И, в принципе, ты здесь чувствуешь себя в безопасности. Да. Все по сути ты рассказал, да? Я умею, потому что... Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами будем прощаться на короткое время, потому что обязательно встретимся еще с Денисом, с его женой, которая сидит вон сзади камеры, нас вдохновляет на разговор. И они вам расскажут, как вот здесь они живут дальше. Здесь жить хорошо, весело, солнце, море, тепло, прекрасные фрукты, добро пожаловать. Если у вас какие-то вопросы, спрашивайте, я всегда отвечу, помогу, расскажу. Ой, сережка отцепилась. Внизу я оставлю свои координаты, так что добро пожаловать в Египет. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. И главный момент, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорых встреч. Ну махни пока-пока. Ну я же не знаю, как у тебя, надо же было сказать, ты же не предупреждаешь. Все, пламенный поцелуй. Дорогие друзья, всем привет из Египта, с вами Виктория. И сегодня у нас гость. Денис приехал 4 месяца назад из Владивостока, уже вот прожил этот промежуток времени в Египте и сейчас нам расскажет свои впечатления, как ему тут жилось. Ты зачем меня во Владивосток поселила? Я сказала Владивосток? А как? Ну ничего страшного. Подожди, Владикавказ? Я тебе не надо, можешь, я отвечу, что ты ошиблась там и так далее, не проблема. Владикавказ, да? Владикавказ, да? Не переживай. Да ничего. Времени у нас Ничего. Дорогие друзья, всем привет из Египта, с вами Виктория. И сегодня у нас гость. Денис приехал с Владикавказа, правильно, да? А, да. С Владикавказа, конечно. Конечно. Откуда ты приехал? С Дальнего Востока. А, да. Сейчас еще куда-нибудь меня поселят. Ну ничего, 4-й дубль на 2 словах. Дальнего Востока, да? А, все. Дорогие друзья, всем привет из Египта. С вами Виктория. Это как Ближний Восток, только дальше. Я уж теперь не могу собраться. Не пробовала, знаешь, сделать в титрах еще, как ты снимала видео. Да, я сделаю, ну. Дорогие друзья, всем привет из Египта. С вами Виктория. И сегодня у нас гость. Денис приехал из Дальнего Востока 4 месяца назад. И вот уже этот срок он отбыл. Отмотал, да. Отбыл. Денис, давай потом скажу. Давай потом. Не, ну ты видишь, отмотал, отбыл. Ну что я Ты сделала? волнуешься, выпей кофе. Давай, короче, ты По логике кушай. вещей я должен волноваться. Нет, ну ты такой у нас уверен, что даже я волнуюсь. Видишь?